Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами разберем сложную коррекцию на аквариумный френч. Смотрите, этот френч на канале вы уже видели выполнение этого дизайна. Ссылочку на него я оставлю в описании, если вдруг кто-то не видел и хочет посмотреть. А сегодня у нас коррекция, причем коррекция у нас будет со сменой аквариума на кончике. То есть мы уберем прошлый френч и сделаем новенький. Также в данном случае наша коррекция усложнена тем, что указательные пальчики у нас растут вниз. Поэтому нам нужно будет поднять пальчик, выровнять параллельки и сделать новый красивый ногтик в форме пайп. И все эти манипуляции мы будем производить только при помощи коррекции без перенаращивания. Итак, первым делом мы снимаем старый материал. Нам необходимо снять полностью старый стресс, снять апекс и максимально убрать материал с боков ногтя. Именно в эти бока у нас ляжет новенький наш дизайн, и именно там он останется. Если мы плохо здесь произведем эту процедуру, то есть плохо уберем материал, то, соответственно, при заужении боковых параллелек у нас выпилится сначала тот френч, который мы закладываем новый, и мы допилимся до предыдущего белого френчика. Поэтому максимально внимательно на данном этапе производим подготовку ногтей. Потом пилочкой сводим в районе кутикулы отросший материал, запиливаем натуральный ноготочек, отодвигаем кутикулу, обрабатываем фрезой птеригий, ну и далее все как обычно. Наносим праймер, наносим слой базового геля, сушим его хорошенечко в лампе и переходим к моделированию нового язычка удлинения. При помощи желейного геля выстраиваем новый бортик для выкладного френча. На данном этапе очень внимательно следим за тем, чтобы удлинения были у нас одинаковой формы, одинаковой длины, чтобы они в принципе были все одинаковые. Поскольку материал у нас не текучий, я рекомендую выкладывать все 5 пальчиков вместе, тут же их по длине между собой сравнивать, и если что-то пошло не так, то подчищать или докладывать, и потом уже в лампу на просушку. Далее при помощи замеса моего любимого из прозрачки и камуфлирующего геля средней вязкости мы создаем высоту нашего готового ноготочка. То есть мы выстраиваем новый стресс, выкладываем новую точку апекс, и на этом этапе удлинение наше полностью готово. Ничем больше мы его перекрывать не будем. Для того, чтобы линия нашего френчика получилась идеально, мы его обязательно опиливаем. Опиливаем именно вот этот вот бортик, который находится с краю нашего удлинения. В этом месте работаем тоже очень-очень внимательно, потому что нам нужно убрать весь материал в районе усиков будущей улыбочки, вплоть до того, чтобы там остался только натуральный ноготочек. Ну а теперь переходим непосредственно к созданию дизайна на кончике нашего ноготочка. Смотрите, девчонки, я обожаю френчи выкладные именно за то, что туда чего ты не напихаешь, все будет смотреться просто очень замечательно.
Поэтому открываем свои запасники, достаем оттуда все те материалы, которые годами там пылятся, потому что они слишком толстые, чтобы укладывать их на гель-лак, или потому что они плохо прилегают, или потому что они слишком грубые. Именно эти материалы будут потрясающе смотреться в глубине нашего френча. В данном случае я промазала кончик своего ноготочка синим гель-лаком, на него насыпала блесточки, но почему-то этот кадр у меня куда-то убежал при монтаже, но тем не менее блесточки там есть, поверьте мне. И сверху на эти блесточки я наношу желейный белый гель вот такими вот разводами. Опять же, мне нужно уложить как можно выше эти разводы, чтобы они где-то пропилились, где-то остались в глубине, и именно они покажут глубину всего происходящего. Кое-какими кусочками прокладываю фиолетовый гель-лак, он у меня стекает в самые углубления моих белых закладок, и кое-где перекрываю частично витражом. То есть у меня все это пятнистое, непонятно какими пятнами. Чем интереснее эти пятна будут лежать, тем интереснее смотреться будет итоговая работа. Поверх всех этих пятен насыпаю блесточек, куда же я без них, и перекрываю моделирующим слоем прозрачки. В данном случае я перекрываю уже полностью на готовность и больше ничем перекрывать не буду. Переходим непосредственно к опилу. Первый черновой опил производим при помощи фрезера. Смотрите, девочки, здесь вот такой нюанс. Когда вы четко знаете, как будет выглядеть готовый ноготочек, тогда вы как можно конкретнее можете выпилить фрезером. Надеюсь, я понятно объясняю. То есть, если вы знаете, как выглядит ваш готовый ноготь, вы четко понимаете, какой ваш материал лишний и какой материал можно в данном случае убрать. Поэтому убираем по максимуму то, что считаем лишним фрезером, и уже потом окончательно допиливаемся пилочкой. Если же вы еще немножечко теряетесь и не совсем понимаете готовую структуру ногтя, то лучше фрезер в данном случае опустить. Лучше пилиться сразу пилкой, потому что фрезером очень легко перепилиться и потом придется перекладывать. Ну а пилочкой производим итоговый опил ноготочков. Напоминаю, в данном случае у нас ноготочки в форме пайп, поэтому очень внимательно посмотрите технику опила, возможно, вам это поможет при создании этой формы. Внимание! Указательный ноготочек. Вспоминаем, он у нас был вниз клюнувший, поэтому здесь френчик я выложила довольно-таки толстенько, чтобы приподнять клюнувший носик. Смотрите, выпиливаю полностью готовую конструкцию, поднимаю нижние параллельки, выпиливаю изнутри фрезером лишний материал, и у меня получается ровный ноготочек, такой же, как при наращивании. И вся красота аквариумного дизайна всегда проявляется, когда мы покрываем ноготки финишем. Вот тогда случается вот этот вот момент вау, когда видно всю красоту, всю игру блеска, всю глубину нашего дизайна. В этом месте всегда и я, и клиентка начинаем подпрыгивать на стуле от удовольствия. Девчонки, на самом деле вот эта работа потрясающая, она очень сложная, но тем не менее результат дает просто офигенный.
Вот, собственно говоря, и все. Вот такой вот сложный аквариумный френч у нас сегодня получился. Я вам вставила немножечко макросъемки для того, чтобы можно было очень близко рассмотреть, что же происходит в глубине наших ноготочков. Я надеюсь, сегодня вам со мной понравилось. Надеюсь, вам было очень полезно и очень интересно. Не забудьте подписаться на канал, потому что впереди вас ждет еще очень много интересных роликов. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.